Сейчас возьму хомуты и сразу привяжем. Сейчас я его чуть-чуть смажу. Ну, например, вот сюда. Либо это вообще вырезать. Всем привет! Это новая серия по стенду. В этой серии я планирую сделать систему охлаждения и электрическую систему силовую. Сейчас покажу. Так, я подготовил несколько вариантов шлангов, несколько вариантов адаптеров под датчики. И тут несколько вариантов выключателей масс, силовые провода, клеммы. Это датчики температуры. Я планирую сделать так. Помпа будет стоять здесь, где-то в этом месте. Вот так отсюда будет идти шланг на помпу. И помпа уходит в бок, соответственно, она идет вот сюда, вот так. Этот шланг идет вот отсюда, вот так и сюда. Давайте сейчас я нагляднее покажу. Это шланг диаметром 26 миллиметров. Он сюда хорошо подходит, но он большеват для системы моей. Причем пойдет вот так. Где-то в этом месте будет крепиться переходник, который я показывал ранее. И далее шланг будет уходить вот так, сюда и на двигатель. И, соответственно, другой будет идти вот там туда. Сейчас я попробую разные диаметры шлангов, потому что этот шланг толстоват. Попробую 24, как он будет сюда одеваться. Ну, одевается вполне легко. Снимается также вполне легко. Окей. Попробуем шланг 22 миллиметра. Ну, видно, что уже одевается туго. Подберу правильную позицию. Да, в целом одеть можно. В общем, скорее всего, я остановлюсь на 22 миллиметров для выхода в двигатель. Так, на сколько миллиметров у меня вот этот переходник? Потому что этот на 26, и он огромный. Этот на 20 миллиметров. Что будем, скорее всего, его использовать. Он имеет в себе датчик включения вентилятора. То есть у нас будет два датчика включения вентилятора. Здесь стоит на 85 градусов. Да, он обожмется хомутом, будет хорошо. То есть это пойдет примерно вот так. Здесь нужно будет сделать какое-то крепление. Так, сейчас я возьму второй шланг на 22 миллиметра и посмотрим, как это будет уже подходить к двигателю. Так, я взял шланг на 20 миллиметров, на 22 лежит на столе. Так будет лучше, потому что на двигателе, скорее всего, тоже 20 миллиметров надо будет померить. Сейчас возьму хомуты и сразу привяжем. Вот я привязал этот шланг. Он идет либо сюда, либо с этой стороны. Кстати, давайте посмотрим, как на Веспе это сделано. Один шланг идет с, получается, правой стороны. Второй шланг идет сверху влево. То есть у нас получается один шланг с правой стороны и один шланг сверху слева.
регулировать, что где мы будем просто помпой, в какую сторону она будет качать. То есть нужно, чтобы холодная вода, охлажденная с радиатора, попадала в головку и дальше шла через двигатель и выходила горячая охлаждаться. Кстати, в Веспе своя помпа, поэтому нужно сразу заложить, чтобы можно было отключить помпу стенда и подключить помпу внешнюю, которая на двигателе. Помпа у меня вот такая, обычная китайская, для какого-то домашнего использования. Я проверял, качает хорошо. Будет ли же держать температуру? Не знаю. Проверим, узнаем. Вот для нее крепление. Сейчас давайте закрепим ее. Так, ладно, помпа нуждается в доработке. Надо немного снять углы здесь. Потому что у нее было свое крепление, но оно не доехало живым с Китая. Примерно так. Так, я планирую, что помпа будет стоять примерно вот так. Шланг, соответственно, пойдет туда. И вот так выйдет на... То есть он пойдет вот от помпы вот так. И выйдет на правую сторону. Помпу пока крепить не буду. Сейчас подготовлю шланг под нее, чтобы он не заламывался. Так, шланг 22 миллиметра на помпу. Ну, одевается, так скажем, под обжимку. Наденем его сейчас сюда. В таком положении это будет непросто. Хотя нет, не сложно, оделся. Сейчас я его чуть-чуть смажу. Капну капельку ВДшки, чтобы лучше вот сразу зашел до конца. Опа. Итак, шланг, конечно, идет с заломом все равно. Видите, небольшой залом. Соответственно, помпу надо будет развернуть вниз. И где-то в этом месте можно ее ставить. Также я у себя нашел вот такую помпу. Это помпа от Веспы, которая стоит справа под ногой. Для Веспы, у которой в комплектации идет электрическая помпа. Кстати, сейчас мы узнаем диаметр пайпинга, который нужен. 20 миллиметров. Что пока я ставлю эту помпу, если она сломается или будет недостаточно, или не будет держать температуру, я поставлю вот ту помпу. Это, конечно, не внушает доверия, но, возможно, она и неплоха. Направление движения у нее вот сюда. То есть она будет забирать воду и закачивать ее в радиатор. Отрежу шланг под помпу. Логично поставить рядом с радиатором, в месте, где шланг уже лежит. Примерно здесь. Прикручу помпу, выставляем ее ровно, просверлю отверстие. Этого будет достаточно. Пришлось распотрошить коробки со старыми запчастями, не со старыми, а с моими запчастями от прошлого проекта. Вот у меня были там такие штуки, такая, в общем, я одну позаимствовал. Предварительно система охлаждения будет устроена так: радиатор, помпа, и уходит шланг один на правую сторону, один на левую сторону. Шланг сделан так, что если помпу потребуется заменить, допустим, на вот эту, то шланг делает вот так и работает с прямой помпой. И если нужно обратно вот так, делает вот так. Я сделаю под него крепление и в таком положении, и можно будет использовать и так, и так. Ну а далее нужно заняться клеммами и прокладкой проводки силовой проводки. То есть одна линия будет под стартер, вторая линия для питания всех приборов, насосов,
точнее, помпы этой, насоса топлива, датчиков и так далее, вентиляторов. Будет две независимые линии, чтобы не перегружать провода. Так, теперь нужно выбрать, какой будет выключатель массы, какой мощности, и провода распаковать и прикинуть. Также клеммы. Клеммы есть такие, есть такие. Эти под зажимающийся провод, эти, конечно, тоненькие, но под гайку. Хорошо, провода. 200 градусов Цельсия СВГ. Не помню, какой они мощности, но в целом для стартера должно хватить этих. Давайте прикинем, как это будет. Допустим, вот туда. Они будут уходить вниз. Так и так. Ну, в целом их хватает, но впритык. Проложим их более правильно. Получается, я привязал к аккумулятору от минусовой клеммы. Они идут здесь. Здесь даже еще есть запаса чуть-чуть. Получается, провода будет доходить до сюда. В целом, длина правильная, отлично. Ничего не придется ни наращивать, ни укорачивать. Несколько вариантов выключателей массы. Это один вариант, 2 и хардкор вариант 3. Но это точно нет. У нас таких нагрузок не будет никогда в жизни. И остается два варианта. Этот потоньше, этот потолще. То есть, скорее всего, нам нужен вот такой вариант. Но в таком случае уже, если провод идет вот так до приборной панели и потом на массу, этого уже может быть недостаточно. Но с другой стороны, этого будет достаточно до крепления двигателя, а у меня уже есть шина, либо можно сделать отдельный провод. Хорошо, я подумаю насчет этого и подумаю, куда установить выключатель массы. Первый вариант сюда, что не очень удобно, и что логично, это в приборную панель. Ну, например, вот сюда. Либо вот сюда. Так, что-то тут неправильно. Значок аккумулятора вот так. Это вот так должно быть. Вот так он ставится. Хватит ли у него глубины, чтобы его закрутить? Нет, чтобы закрутить, глубины не хватит. Вот, можно сделать плотно, чтобы и не пришлось закручивать. Так, как мне быть с питанием приборки? Вот я думаю. В сути, я могу взять питание с этих же проводов. Могу пустить отдельные. Вероятнее всего, отдельные будет правильнее, потому что эти могут давать просадку при запуске с электростартера, и приборка будет гаснуть. Да, скорее всего, я сделаю отдельные провода. Сейчас посмотрю, есть ли они у меня. Что я еще не заказал. Какое-то количество есть, я вижу. Сейчас посмотрим, достаточно ли. Есть такой, зеленый. Ну, давайте посмотрим, сколько зеленого провода. И да, проводов более чем достаточно для питания приборки. Значит, следующим пунктом у нас осталась топливная система. У меня есть несколько топливных насосов. Все это китайские насосы, но вот именно такой же у меня отлично отъездил на прошлой Веспе с бигблоком на 28-м карбюраторе. Это электрический насос. Надо будет протестировать его производительность. Скорее всего, я сделаю несколько вариантов. И вакуумный, и электрический. Правда, какой из них использовать, я пока что не знаю. Ну, давайте возьмем этот и электрический. Также у меня есть шланг. Но, правда, на тот штуцер, который здесь, он туда практически вовнутрь залазит. Напялить его будет нереально.
Это шланг вот для... О, даже сюда он маловат. Да, это шланг маловат, то есть его можно использовать для вакуума. Тогда сейчас я поищу другой шланг и вернусь. Подходящего диаметра у меня есть только вот такой синенький, но я не уверен, что его можно использовать для топливной системы. Я закажу другие шланги. Пока что я просто прикину, как это может быть устроено. То есть у меня тут есть два штуцера, и логично сделать так. То есть логично сделать две топливные линии. Одна под вакуумный насос, вторая под электрический насос. То есть я планирую не только двухтактные двигатели здесь запускать, еще четырехтактные, которым нужно давление. Поэтому... Ну, допустим, шланг будет выходить так, насос стоять вот так здесь и подниматься линия наверх. На топливной системе пока остановимся и отложим, нет шлангов подходящих. Когда закажу, вернемся к ней. Так, убираю насосы на полочку сюда. Так, я считаю, следующим делом нужно заняться приборной панелью и установкой двигателя, чтобы к двигателю подкинуть охлаждение, подкинуть провода силовые на стартер и начать эти шланги уже фиксировать, делать под них какие-то крепления, фиксировать и начать заниматься проводкой, то есть проложить проводку под вентиляторы, под электрическую помпу, как-то проложить провода туда аккуратно или здесь, скорее всего там, датчик уровня топлива, прокинуть провода сразу на электрический насос, топливный насос, да, и заниматься приборной панелью. Вот к ней еще мне надо добавить включение аккумулятора. И еще добавить кнопку стартера. У меня там есть несколько вариантов. Это я покажу в серии по приборной панели. Эту серию можно заканчивать. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это очень помогает. Тупой саморез попался. Вот этот острый. Ладно, возьму сверло и просверлю дырочки, а потом прикручу. То, что получается косяки. Либо это вообще вырезать, и я прикручу сразу со сверлом.